Снова приветствую вас на моем канале. И сегодня тема, которую я хотел бы раскрыть, это ответ на вопросы многих клиентов, многих друзей. Это вопрос, как наши моторы защищены от попадания влаги, от воды, потому что некоторые применяют эти моторы на лодках. Так вот, и подготовил небольшую презентацию, небольшое видео, в котором хочу показать именно это. Уже в 2016 году на выставке в Монако я демонстрировал, как наши моторы работают, и при прямом соприкосновении с водой, при заливании обмоток водой, мотор продолжает работать без всяких проблем. Существуют классы защиты моторов, различные классы защиты. Для всего оборудования есть свои условия применения. Теперь возьмем и посмотрим мотор, асинхронный мотор. Именно наши моторы являются асинхронными, и посмотрим, что внутри этого мотора находится. В общем, для тех, кто вообще первый раз видит мотор изнутри, как собирается или рождается жизнь мотора, мы видим здесь различные части мотора. Начнем с самого простого, это статор, который состоит из собранных пластин. Это статор BA-90, это, соответственно, статор BA-100. Вот. По размеру видно отличие. Да, одинаковая ширина, длина пакета, вот, отличается радиус, диаметр остальных пакетов. Точно так же состоящий из множества пластин ротор. Вот. Здесь уже вместе с осью. Теперь давайте посмотрим на саму обмотку. Эти провода или обмотка не просто изолирована лаком. Этот лак имеет класс защиты H, то есть это до 180 градусов. И кроме того, посмотрите внимательно, что сама обмотка уже после помещения ее в статор еще дополнительно помещается в раствор лака и затем сушится. То есть получается еще двойная защита, и эта обмотка фиксируется в статоре и полностью защищена от влаги и прямого попадания воды на эту обмотку. Показываем, как наши моторы защищены от воды и от грязи. Так, мотор BA-90S. Как работают наши моторы даже в воде. Полностью защищены от воды и без проблем погружать воду, можете засыпать грязью. Вот так охлаждается мотор изнутри. Мы больше всего применяем, например, моторы BA-90. Все знают, что этот мотор полностью открыт спереди и сзади, у него отверстие. Это было сделано специально, чтобы демонстрировать, что эти моторы не нуждаются в каких-то специальных защитах. Когда я еду по дождю, я весь мокрый, вся одежда мокрая, приезжаю домой, приходится менять все. Но задумывались мы над тем, что попадает в мотор, когда я еду по воде, по лужам текущим с грязью, с смесью, с песком совсем. И я приезжаю домой. Я не защищен от воды, я весь мокрый, но мотор работает, мотоцикл едет, везет меня домой. И то, что вы сейчас видите, это именно то. Этот мотор свободно переносит воду, вы его погружаете в воду, с ним ничего не случится. Не нужно, конечно, полностью думать так, что этот мотор будет работать полностью в воде все время. Он не приспособлен для этого. Так и моторы, они приспособлены для определенных функций. И эти функции определены условиями
Если вы хотите использовать мотор в взрывоопасной среде, например, в шахтах, где есть газ, в нефтяной промышленности, в газовой промышленности. Поэтому это мой ответ на класс защиты. Мотор DA90S защищен от воды и не боится воды. Можете просто ездить спокойно и применять этот мотор на своих мотоциклах, на транспортных средствах. То же самое с моторами DA100S, 100SL, 112SL и мотор 112S для мотоцикла. Я надеюсь, вам понравилась эта презентация. Чтобы не пропускать новости, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, чтобы получать сообщения о новых видео. И как всегда, до новых встреч. Я жду вас на моем канале и буду рад ответить всегда на ваши комментарии и на ваши вопросы.